Здравствуйте, друзья! Вы на канале Дом и сад. Меня зовут Александра. За окном август. Ночи стали прохладными, а дни все еще довольно жаркие. Томаты плодоносят вовсю, наливаются плоды, вовсю созревают в открытом грунте. Теперь главная забота огородников и садоводов – чем подкормить томаты в августе, чтобы все кисти набрали вес, созрели и, что самое главное, помидоры не заболели от многочисленных грибковых заболеваний, которые подстерегают растения именно из-за резких перепадов дневных и ночных температур воздуха. В этом видео поговорим о том, нужно ли подкармливать томаты в августе, а если нужно, то чем, как в открытом грунте, так и в теплице. Кроме того, стоит вопрос ребром, сколько раз нужно поливать томаты в августе и как уберечь растения от развития прикорневых и корневых плесеней и гнилей, особенно поднимающих голову в августе. Подкормка помидоров в августе – это совсем не обязательное мероприятие. Если кусты сильные, мощные, хорошо плодоносят и хорошо наливают плоды, значит растению вполне достаточно питательных веществ, чтобы полностью обеспечить плоды вплоть до конца созревания. Но если помидоры плохо набирают вес, надо позаботиться о том, чтобы начался плавный переток питательных веществ из листьев куста томатов в плоды. Как это сделать? Лучший метод – внекорневая подкормка так называемыми осенними удобрениями, фосфорно-калийными минеральными комплексными удобрениями, которые ускоряют налив и созревание плодов. Вот схема такой минеральной подкормки по листу. 5 грамм аммиачной или калийной селитры, 15 грамм суперфосфата и 35-40 грамм сульфата калия на 10 литров воды. Опрыскивание по листу лучше сделать в первой половине дня, чтобы томаты усвоили питание как следует. Если не хотите возиться с подготовкой раствора из разных видов удобрений, можно воспользоваться комплексным готовым удобрением, содержащим и азот, и фосфор, и калий, но калия должно быть больше всего. Уход за томатами в августе обязательно должен предусматривать и полив. Но если плоды созревают, полив понемногу надо сокращать, иначе плоды могут растрескиваться. Тут главное найти оптимальную дозировку, чтобы томаты не переливать и чтобы они должным образом набирали вес. Уход за томатами в августе обязательно должен предусматривать и профилактику грибковых заболеваний, кладоспориоза, фитофтороза, прикорневых и корневых гнилей, которые массово развиваются при перепадах температур и поражают не только листья, стебли, но и плоды томатов. Я в таких случаях пользуюсь несколькими средствами для профилактики грибковых инфекций. Для обработки плодов и листьев использую как биофунгициды, например, фитоспорин, так и содовые растворы. Обрабатываю томаты один раз в 7-10 дней и обязательно обрабатываю после дождя. Как приготовить содовый раствор для обработки томатов, я оставлю ссылку в описании. Также в описании будет ссылка, как обработать томаты фитоспорином. Почву вокруг томатов для предотвращения развития микрогрибов можно обработать слабым известковым раствором из расчета 1 стакан гашеной извести на 10 литров воды. Обработка почвы известью делается по влажной земле, чтобы раствор был более щадящим для корневой системы томатов. Хорошего урожая! Спасибо за просмотр!